Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о народных приметах и запретах на этот день. Итак, друзья, 16 января сегодня проходит народный праздник Гордеев день. Что в этот день категорически делать нельзя, а что делать можно и нужно для того, чтобы прожить этот день в соответствии с народными традициями и поверьями. Какие запреты и предписания установлены на сегодня, и о каких народных приметах стоит знать каждому человеку, а также народные представления на 16 января помогут вам избежать опасности, происков нечистой силы и ведьм, и, конечно же, привлечь на свою сторону удачу и благополучие. 16 января православные чтят память святого мученика Гордея и пророка Малахии, а также празднуют 8-й день святок. Православная церковь в этот день почитает мученика Гордея Каппадокийского и святого Малахия. И в календаре этот день обозначен как Гордеев день, день Гордея и Малахия. Считается, что эти святые помогают в решении проблем с онкозаболеваниями. Пророк Малахия всегда чтил законы Божии и следовал им. Мало того, он еще и боролся против недобросовестности священников, которые не исполняли свои обязанности и не отдавали себя служению Богу. Святой говорил о страшном суде грешникам, которые притесняли других. Пророк предсказал явление Мессии, предтечи и Божий суд. А на Руси этот день называли Гордеевым, и его считали очень опасным. Наши предки верили, что сегодня голодными с шабаша возвращаются ведьмы, а значит, стоит ждать беды. Считалось, что только на Гордея и Малахию 16 января можно излечиться от эпилепсии, от одержимости бесами и от порчи на болезнь. Кроме того, если молиться Малахии, то болезни скоро отступят. И если в этот день, 16 января, изгнать беса из человека, то он может вселиться в домашнее животное. Поэтому, чтобы этого не случилось, тщательно подметали сегодня хлев, кормили скот кашей на молоке и специально испеченным для этих целей караваем. Доить корову в этот день надо было в одиночестве, чтобы скотину не сглазили. И, конечно, традиционно на Малахию хозяйки готовили кушанье из творога, сырники, творожные лепешки, считая такое ритуальное меню залогом счастья и благополучия в доме. А вот если корова в этот день умерла, то наши предки знали, что тогда ведьмы по пути с гулянки проголодались и вместе с молоком выдаили корове и кровь. Ну а чтобы оградить животное от опасных гостей, щели в хлеву тщательно законопачивали. К воротам в качестве оберега привязывали агарок свечи, а также обязательно просили защиты у домового. Для этого надо было оставить ему в коровнике кусок пирога и налить молоко в блюдце. В этот день наши предки уделяли особое внимание домовым. Дело в том, что домовые обладают невероятными способностями. Они способны изгонять чертей и защитить жилище от различных неприятностей, в том числе и от ведьм. Вполне логично, что хозяева хотели их в этот день задабривать, ведь, заручившись поддержкой такого помощника, никакие ведьмы из глаз не страшны. Хозяйки угощали домовых различными лакомствами, наливали им в миску молоко. Домовые сразу же становились покладистыми и становились на защиту дома от ненастья. Они охраняли своих хозяев от воров и разных заболеваний. И основное угощение в этот день были булочки с маком.
Дело в том, что это угощение зазывало достаток и хорошее самочувствие в доме. В этот день также было принято обращаться к целителям и знахарям, ведь 16 января – это день с особой магической аурой. Это позволяло вылечить даже самые сложные болезни. Обращаясь к целителям, люди хотели вылечить не только себя, но и свою семью. Также целители могли заговорить дом, чтобы в него не заходила нечистая сила. Стоит отметить, что 16 января нельзя было хвастаться, иначе чем похвалишься, без того и останешься. Конечно же, сегодня хорошо приготовить различные блюда из творога. Употребление этих блюд поможет принести вам счастье и благополучие. А тот, кто родился в этот день, будет хорошо понимать, где добро, а в чем таится зло. И обмануть такого человека никому не удастся. Кроме того, люди, родившиеся 16 января, слышат голос природы, могут получать от нее послания и даже предупреждения. Конечно, наши предки знали о том, что же нельзя было делать 16 января. Православный праздник Святого Гордея запрещал любое хвастовство, иначе можно было потерять предмет восхищения. Не стоит без необходимости выходить из дома. Лучше сегодня, 16 января, остаться с близкими или наедине с собой. В этот церковный праздник нельзя было и долго спать, валяться в кровати весь день. Иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Не следует сегодня, 16 января, и брать деньги в долг. Также этот церковный праздник запрещает ходить в лес, на водоем или куда-то, где нет людей. Не метут сегодня пол и не выбрасывают мусор из дома, кроме коровника и мест, где находится скотина. Если что-то вынести из дома за порог, то вместе с ним вы можете вынести и благополучие, и удачу, и счастье. Нельзя и сегодня надевать обновки. Так считалось, что новая одежда быстро придет в негодность. Конечно же, продолжается святочная неделя и разгул нечисти, поэтому, пожалуйста, сегодня, 16 января, воздержитесь от похода в лес или к водоемам. Постарайтесь сегодня избегать незнакомых вам мест или не ходите туда в одиночку. Также наши предки сегодня смотрели и на погоду, потому что знали, как может это отразиться на погоде. Поэтому на Руси считали, что каким выдастся 16 января, таким будет и весь март. Поэтому присмотритесь сегодня к погоде в вашем регионе, а у каждого региона, даже у каждого области есть свои моменты в погоде. Поэтому смотрите, и такой будет март. Конечно же, существуют и народные приметы на ближайшие дни. Так, если рассвет на Малахе начнется рано, то ждите осадков. Иней на ветках, наоборот, означает, что в скором времени установится ясная погода. А вот солнце, которое заходит в кругах, указывает, что скоро придут снегопады и морозы. На грядущие морозы укажет также треск деревьев в лесу, непрерывные снегопады днем. А вот если вы живете в сельской местности и увидели, что зайцы выбрались из леса и близко подходят к населенному пункту, это знаете, что в скором времени будут еще холода, и это холода будут суровые. А вот если звезды на небе сегодня яркие, то следующий день считалось, что выдастся ясным, а большие белые облака означают, что скоро придут метель и вьюга в ваш регион. Вот такие, друзья, народные приметы на 16 января.
Теперь вы знаете, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день и на что обязательно обратить внимание для того, чтобы привлечь на свою сторону удачу и благополучие. Мы всем желаем прекрасного воскресенья, 16 января. Пусть пройдет для вас этот день легко, прекрасно. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. У нас на канале много интересной, полезной, важной информации. Ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы всех целуем, обнимаем, желаем хорошего дня и встретимся уже с вами в следующем видео.